Добрый день, дамы и господа. Вин, приветствую вас на канале Боевой Поросенок. Да, всегда нравится мое название моего канала, очень интересно. Итак, мы проходим дальше игру по произведению Агаты Кристи про легендарного сыщика Экюль Пуаро. И игра называется ABC Murders. Ну, в общем, убийца ABC. Итак, я вот тут увидел, что мы прошли уже 60% игры. Я думаю, либо следующая серия станет заключительной. И, соответственно, давайте посмотрим, что у нас есть дополнительно, как всегда. Хроника. Мы что-то здесь... так, это первое убийство. Это мы смотрели, это мы тоже посмотрели. Давайте начнем отсюда. Betty Barnard leaves her work. She's dressed to go out. The young woman is strangled on the beach. Задушено на пляже. In Bexhill, Donald Fraser appears to be the perfect suspect for Betty's murder, but he has no connection with Mrs. Asher. After dinner, Sir Carmichael Clark takes his usual walk. In Churston, Thorogray and Franklin Clark are the main suspects. И здесь пока у нас больше ничего нет. Награды у нас очень много. Это все различные усы. Вот здесь усы Лукупидона, усы Морж, пирамида, маршал. Очень венгерские канделябры. Кошачий глаз. Пуаро, мастер наблюдения за человеческой природой. Вам хватило одного взгляда, чтобы прочитать мысли человека. Вы получаете награду. Соколиный глаз, нейронный. В общем, здесь ничего пока интересного нет. Итак, мы установили вчера, да, на стриме мы установили, что все убитые взаимосвязаны. Да, получается, между ними есть связь. А именно, первая жертва данного маньяка ABC, она страдала кашлем. Да, вроде кашлем. В общем, она покупала лекарства. Вторая была девушка убита, она также... Она была певицей, у нее были проблемы с голосом, она также покупала лекарства. И третий покойный, он, соответственно, также покупал... нет, он был каким-то известным врачом, тоже связано с горлом. Ларинголог он вроде бы был. Да, то есть горло вроде бы. Итак, продолжим далее. Закончили мы вчера Поздравляю, так, ладно. Где мы вчера закончили? Давайте сейчас посмотрим. Где же мы закончили? Мы приехали к жене покойного последнего гражданина. Давайте сейчас посмотрим, как его зовут. Нет, не она. Вот, сэр Кармайкл Кларк. Вот. Китайский. Вот, специалист по болезням горла и легких. Коллекционер китайские антиквариаты. Ему перерезали горло во время ежедневной прогулки. Соответственно, сразу же было подозрение что это сделал его брат. Потому как у брата досталось, конечно же, наследство. Но тут, в общем, очень все интересно. И давайте дальше пробовать. Закончили мы на том, что у нас уснула жена покойного. И мы ей ввели лекарство, опиат. Так как она болеет, у нее раком болеет. Да. И, соответственно, мы ей ввели опиат. И нужно ее сейчас аккуратно разбудить. Она спит. I must find a way to wake her up. Как ее аккуратно разбудить? Раздумья. Это куда я нажал? Раздумья. Ага. Давайте попробуем. Давайте попробуем. The mechanism appears to be broken. Механизм сломан. Как он The mechanism appears to be... как он сломан и почему? Мы можем применить вот эту штуку сюда? Нет, не можем. Так. Все понятно. Теперь все понятно. Это мы убираем. Мы сейчас сюда ставим пружину. Шлеп. Отлично. I hope that Hastings will not be cross with me. Кстати, это пружина с автокарандаша, который напарник Пуаро подарил ему.
И Пуаро, конечно же, ее разобрал, данный автокарандаш. Ну, я так понимаю, может быть, это ручка, либо что-то еще, авторучка. И вытащил пружину. Ну, вот видите, пригодилось. Итак, мы нашли 3 гребня. Вот. Необычный маленький бронзовый гребень. Похоже, его можно с чем-то соединить. Он у нас здесь подписан 3. Серебряный гребень, соответственно, подписан 2. И золотой гребень подписан 1. И давайте теперь попробуем. Раз. The bronze comb is preventing me from position. Бронзовая шестерня. This part appears to be working. Похоже, работает. А как она работает? Может быть, вот. The other combs are preventing me from positioning this one. Угу. Ну, как всегда, начались головоломки, а головоломки-то, мне кажется, явно не мое. Так, давайте посмотрим, может быть, мы... Вот. Оп. Посмотрим. The bronze comb is preventing me from Бронзовая positioning this one. шестерня не дает мне установить... а может быть, все-таки мы сделаем сначала вот так. Потом мы сделаем серебряный. Вот, отлично. И в обратную сторону просто нужно было сделать. Отлично. Теперь мы сейчас запускаем эту штуку. Крутить, пожалуйста. Отлично. Сейчас проснется супруга покойного и нам все расскажет. Она вспомнила, что здесь был какое-то третье лицо, посторонний, кто-то приходил. Oh, what are we talking about? Ah, yes, Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Тора Грей, это, кто не помнит, это у нас она была помощницей покойного супруга данной женщины. И супруга сказала, что она всегда была лицемеркой, хотя та очень умело прикрывается тем, что она такая хорошая девочка-одуванчик. Так, одобрить. Заметьте, что Тора была усердна в работе. Одобрить. Давайте не будем спорить с умирающей женщиной, потому что ей осталось несколько месяцев, и скажем, конечно, You're подтвердим probably одобрить. right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've convinced you. Так, признаться, что вы ошибались в отношении Торы. Напомню, что Тора сирота. А как это у нас связано? Каким образом это у нас все связано? Признаться, что вы ошиблись в отношении Торы. Наверное, он сейчас скажет, что да, я думал, что она такая хорошая, на самом деле она не хорошая, целовалась с братом вашего покойного мужа, и все в том же духе. Well, I appear to have been wrong about Thora Grey. So you all agree. How nice it is to be all of the same mind. Напомню, что так, признаться, что вы ошибались в отношении Торы. Так, признаться, что вы ошибались. Ну, давайте еще раз. Franklin really idealized Miss Grey. Absolutely. It's so good to see that you all agree with me. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing.
И так, и так, и так. Очень, в общем, все странно. Оказывается, помощница покойного была то еще лгуньей, пыталась отравить данную супругу, женщину, которая болеет. В общем, я что-то даже суть повествования, честно говоря, потерял. Возможно, это Тора Грей как-то связана с убийцей, с странным ABC. Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often among old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. И Пуаро постоянно балдеет, высмеивает своего напарника. Ну, не высмеивает, он How am постоянно I going подкалывает. to open this trunk? Let us examine it. О, да. О, да. Конечно же, снова загадки. Давайте посмотрим. На что, 4 нуля не работает? Что у нас тут есть? Итак. Мне это прям так помогло. That does not appear to be very useful. That does not appear to be very useful. Угу. Значит, у нас что? Значит, у нас подсказка где-то здесь, с этой стороны. Ну, потеряйся. Ну, потеряйся. 1927 Китай. А что у нас еще связано? 1927. Давайте попробуем. Раз. Тысяча 920. Ох ты. Ну, хорошо, хоть загадка Leaving не the code on откроется. the trunk. What a strange character Franklin is. Интересно. Стоп. 31. Да, стой, вернись. Ну, вернись. Так, здесь у нас непонятно что. 7. Двадцать. Так, стоп. 28. 7, 28 и здесь, скорее всего, не будет ничего. 20. 7, 28 и 20. Так, 6, 7, 20. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. Этим ключом. А, здесь There не we ключ. are. Здесь что-то другое. Ох. Так, это нам больше не нужно.
Так, открываем. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has Ну да. whiskey and other good. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, вообще в чужом доме шариться и все искать не очень хорошо. Отмычки. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? Да, в общем, в чужом доме смотреть A pile of books, совпадение including one ничего about интересного. В общем, нехорошо в чужом доме все это смотреть, лазить, но это Пуаро. Это Пуаро. Отлично. Чик. Ах. Что это? Так. Здесь у нас кто есть? У нас здесь есть... очень интересно. Давайте посмотрим здесь. Стой, 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 вернись обратно. Нет, не подходит такой ключик. an Allen key. У него 5 насадок. Это нам не подходит. Либо она, либо следующая. Ну, давай следующую. Это попробуем сначала. Так. Значит, должна, наверное, квадратная сюда. Ну, хорошо. An Allen key. Да, я понял, что у него, да, у него 5 насадок. Значит, нужно... Ну, давай так попробуем. Нет. Здесь, скорее всего, у нас что... An Allen key. Да, дай насадку. Вот, скорее всего, вот это с левой стороны. Следующее. Так. В разных позициях. Судя по всему. И есть контакт. Another screw. Еще один шуруп. Ну, вывернись. Вот это остался. This engraving is not very easy to understand. Что же у него тут такого было? Так, ну это у нас глобус. Только он вид сверху, так понимаю, да? Так. Так. Нет. Стоп. Наверное, пойдем вот от этого отсюда как-то вот так. Это вот так. Это вот так. Так. It is blocked. Заблокировано. Давай смотрим дальше. It is blocked. Да почему заблокировано? Здесь не совпадает, да? Угу. Где-то что-то не совпадает. А если мы попробуем... Ну, куда же ты? Да ну, стой. Так. It is blocked. Почему? Ну здесь в центре она должна еще совпасть. Совпасть в центре. То есть у нас центр совпадает таким образом.
It is blocked. А почему? А, ну да. Так, ну вот это тоже. Так, смотрим. Вот так. Нет, здесь кусочек. Каким-то образом. Нет. Вот так. Мгм. Нет. Вот так. Вот зараза. А вообще, что мы собираем? Хотим хотя бы картинку увидеть. Нет. Это для медалей, скорее всего. Потому что что-то мы собираем, и пока непонятно, что это. Так, ну давайте еще раз попробуем отсюда. Угу. Ну, вообще должно получиться что-то вот такое, да? Получается. Вот. Ничего, сейчас соберем. It is blocked. Да что тебе? Вот так. Значит, нам надо все сюда спихнуть, да? Нам это все сделать. Так. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. А, так это же Англия, ё-моё. Великобритания, остров. Да. Что мы дальше делаем? То есть я столько времени потратил просто так, что ли? Да, ну, что-то ничего не... Ничего не то. Так. Тоже нет. Поворот. Ну, хотя бы подскажите, что нам нужно сделать. Потому что что-то я не вижу. Что бы я мог еще тут сделать? А, ну... А A вот. signet ring? Кольцо с печаткой. A signet ring with a code written on it. 1587. Я It даже may be запишу useful себе to на me. всякий случай. Так, 1587. Сейчас я запишу себе на листочек сюда куда-нибудь. 1587. Действительно, мало ли пригодится. Так, ну что, это I've мы finished with this посмотрели. subject. Пойдем дальше. Здесь нас интересует другой шкафчик. Письма, книга. Что за книга? Китайские драконы. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Интересно, очень интересно. Итак, вот они, микстурки. Miss Thorogray Comside Chuston Devon. Arsenic trioxide thallium.
Все, идем дальше. Так, в гостиной мы осматривали в прошлый раз. Это снова книга. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael. Каталог. Давайте здесь посмотрим. В принципе, мы, Sir Carmichael's collection could rival that. в принципе, мы все Sir Carmichael's здесь посмотрели. Ну, на всякий случай обойдем еще разок, потому что мы где-то не The залазим. door is locked. Так есть же мастер-ключ. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them close. Lots of dust. The records from E to Z. No names. Это с той стороны. А вот с No этой. dust on the records from A to D. They've been handled recently. No names. Disappointing. Значит, это нам пока не нужно. Так, картины тоже нас не интересуют. Давайте посмотрим здесь. I see some papers that were not there the first time I visited. These daggers are only ceremonial. Valuers report property. Building land located in Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that. I Well- estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Ну, это мы читали в прошлый раз. Но вот, в принципе, оттуда мы узнали, что супруга покойного болеет. Order and method above all. Пока никого нет. Хорошо, пойдемте дальше. Так, Order and... ну ладно, пойдем. Здесь мы все посмотрели. There are some very valuable... Множество ценных предметов. Ну, в принципе, мы... Compass, point to the south. Bronze and magnetite. Han Dynasty. Это мы, в принципе, все уже смотрели. Да. Пойдем дальше сюда. Часы у нас показывают 4:30. Обалдеть. Ну, это вечер, скорее всего, уже. Так, китайский дракон. Это носила как раз вот эта девушка. A dark dragon for a bright-haired maid. C. Это помощница. Черный дракон. Ух ты. I've already seen similar... Конечно, видел. Потому что это вот церемониальный. И вот это. Что же у нас такое? Письмо. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Странно, очень странно. Ну, в принципе, здесь более ничего у нас нет. У нас остался еще. Так. Что? Еще раз.
Order and method Да, у of... нас еще там одна комната осталась, насколько я понимаю. Посмотрим, что у нас здесь есть. Смотреть особняк. Врач на пенсии дарил подарки своей секретарше Тори Грей. Она, наверное, его очень не любила, своего работодателя. И поэтому оставила все его подарки. Ну, хотя тоже интересно старый кинжал подарить, церемониальный, своей молодой секретарше. Ну, у него было, наверное, чувство юмора. Как всегда. Ну, хорошо. Давай смотреть. 4 Chinese symbols are engraved on this padlock. О, как. Да, мы... I won't manage to do it randomly. Should I look at... Да, мое знание английского... Ой, Well. The characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. Еще и крутится. Так. Раз, два, три, четыре. И что, еще и записывать придется? Давай запишем. Почитать надо будет в интернете, что это за иероглифы, что обозначают. Угу. Я записываю пока. Крестик. Еще один крестик. И последний, четвертый остался. Ох, ешкин кот. Так. Ну, заодно китайский можно подтянуть. Вдруг пригодится. Так, ну, я переписал. Теперь давайте смотреть. Так, первое у нас это стоит. Потом вот это. Потом здесь у нас стоит вот... Нет, не такой. Вот этот. И у нас этот. Нет? Странно. Так. Смотрим дальше. Может быть, их все надо направить? Что раз они крутятся. Давайте попробуем в середину направить все. Теперь этот. This character appears to be the wrong way round. Maybe I should look to the padlock. Они, наверное, перевернуты. Вот. That's it. This character. Все, понятно. Теперь вот этот у нас должен смотреть вот Position так. of this... Да. Ну, вернись. И вот этот у нас вот Position так. of this character. Да, отлично. И последний у нас вот Position of this character. все. Отлично. Very good. All the circles are facing... Ни на что не указывает. И... No, it's not the right code. Посмотрим. Let's check the Chinese Ну, character. может быть, они здесь в другом порядке. Ну все понятно. Первый, второй, третий, четвертый. То есть у нас первый. Это вот этот идет, правильно. Второй у нас идет вот этот. Это у нас третий. Соответственно, четвертый это вот этот. Третий. Ну и четвертый, соответственно, тот. Отлично. Так, первый так и идет. Второй у нас сменяется местами с третьим. И все отлично. At last, the cupboard is open.
Что у нас в буфете такого ценного, что там такой лежит замок. A mat, Шляпа. flask, and rifles. Franklin is very well equipped. A mat, flask, and rifles. Так, отлично. Ладно, дальше смотрим. Книга. English, чего-то там. Genteel and wild. English countryside revisited. Не крутится больше. The Railway Children. E. Nesbit. For Franklin. Und Heffy's Christmas, 1910. И последняя книга. Что у нас за книга? Мгм. Traveling in China. A practical guide for English travelers. Неплохо. Очень, конечно, интересно. Так, сразу карту посмотрим. Раздумья. Мгм. А вот у нас Англия. I think the signet ring should be placed here. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Здесь, наверное, нужно найти, кто где проживает. Правильно? Ну, как проживает, где он находился, на кого? Слушай, а где я что-то не обращал внимания. Да, давайте посмотрим. Найдем трофеи и потом уже... Где он трофеи видел? Так, это нас не интересует, гражданин. Ну ладно, мы вернемся еще к этой. Вот они трофеи, вот, понятно. Franklin appears to be very active. Теннисная ракетка и туфли. Винтовка калибра 3,75. Не вижу, это у нас что получается? Немецкая и винтовка Мосина, да, получается? Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Ну-ка, стоп. Да, точно. February 1922. Южная Африка. Медведь. July 1920. Аляска. Так, олень, Южная Африка. Это газель, медведь, Аляска. И у нас там и трофей льва. В коридоре находится. Мы говорим, трофей. Голова. Ну, да, это лев, почему? Написано, что лев. Ну ладно, будет лев. Львица, скорее всего. Это, скорее всего, Африка. April 1925. Aceh province. А Суматра? Где у нас Суматра находится? Кто знает? Так, ну трофеев больше здесь нигде нет. Верно? Аляска, Африка и Суматра. Это, скорее всего, где-то Юго-Восточная Азия. Ну, будем смотреть. Franklin Clark appears to be a typical Это British gentleman. случайно, A наверное. good sportsman, a hunter, a traveler. Здесь нам больше ничего нет, значит, пойдем сюда. Рассматривать.
Раз. Два. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Так, давайте вспоминать. У нас он медведя застрелил в Африке. Правильно? Ой, в Африке, на Аляске. Вот здесь он. Медведя он застрелил. Как? Alaska. Аляска, да, Аляска. The African kudu. Хорошо. The Alaskan Kodiak bear. Каким образом он ее так делает? И, соответственно, где-то здесь сейчас должен быть Суматра. Кстати, узнали, где Суматра находится. Антилопа есть, это тоже есть. The lion of Sumatra. Да, точно, I heard the sound of a Азия. mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. Да, очень странно. Так, я там записывал 1587. 1587. Браво! These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Браво, браво, браво. Я все-таки не зря записал эту бумажку. Так, давайте Eton посмотрим. College School Year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Дальше. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify your robbery. A dozen gold sovereigns. Так это Some же самое. shares for the Southern Railway and some Значит, treasury золото и bills. письма. This is not worth much. A dozen gold sovereigns. Ну нет. Ну значит письма. Charlotte Clark, Comside, Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me. Starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carr will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte.
Так, Шарлотта. Шарлотта — это жена покойного. Она писала младшему брату Sir покойного. Carmichael Clark, Campsite Один ответ. Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Campsite, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Итак, брат был в Китае, ему написала жена покойного, сообщила, что она умирает, хотела ему сказать первый, и, возможно, между ними были какие-то взаимоотношения. В общем, Санта-Барбара. Смотреть местность вокруг особняка. Угу. Ну да, и у покойного и его жены не было детей. Нам также сказали, что и поэтому, скорее всего, покойный Тору так она ему понравилась. Ну, ладно, узнаем дальше. Гадать не будем? Или будем? Надо думать, все-таки будем. Where is the horrible smell of carrion coming from? Откуда так ужасно несет падали? Наверное, кто-то сдох. Something makes... Очень как-то неуютно. Так, интересно. Вообще, думаю, нам выйти надо сюда. Ну, сад красивый. Очень красивый, но все-таки, наверное, очень богатым было. Так, вот ну-ка, стоп, сюда, иди. Семья, наверное, очень богатая. У нас такой особняк. It was probably the gardener who lit this fire. Возможно, это садовник. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. The subject would probably be useful too. Отгоревшие документы. Идем по улице. Здесь убили покойного. Ну да, очень определенно красиво. Очень определенно, господи. Очень красиво, да, согласен. Здесь памятную доску поставили. May you have peace, Carmichael. Charlotte. Давайте спустимся вниз. Он не хочет вниз спускаться. Смотреть местность вокруг особняка. Так, стоп, а у нас здесь больше, кроме него, кроме этого креста, нечего смотреть. Правильно? Да, еще раз посмотрим, чтобы не пропустить ничего. Значит, нам нужно идти сейчас туда, обратно. И ходить по этому саду, скорее всего.
Да, пойдемте туда. Во двор. Where is the horrible smell of carrion coming from? Так, ну, значит, нам там делать нечего. Значит, кто-то умер, сдох вот где-то там. Пойдемте смотреть. This wisteria is in full bloom. Это, конечно же, мне ни о чем не сказала. This wisteria is in full... Скорее всего, в самом темном углу должно быть что-то. Так он может ускоряться? Очень странно. Здесь только цветы. Ну, здесь, в принципе, больше нечего с этим делать, да? Ага, что это такое? I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry! Там, наверное, где-нибудь рядом садовник лежит. I would like to congratulate Clark's gardener. What? Ну, пойдем туда, посмотрим. Возможно, сможем где-то что-то здесь найти. Так, туда не заходим пока. Угу. Крыса. Яд. Brown pellets. Revolting. Let us now try and get our brain cells to work. Почему Тора оставила свои вещи в камбсайде? Из шкафа сэра пропал кинжал. Тора говорит, чтобы разобраться с делами сэра Карла Майка. Тора оставила письмо. Очаровательный. Почему она оставила свои? Так, Тора оставила письмо. Нет. Чтобы ее обвинили в воровстве. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get... Да, подожди ты с серыми клеточками. Тора отравительница. Так, оставила письмо. На месте лежала отравленная крыса. Тора заказывал крысиный яд. Здесь лежит крыса. И здесь... так, нет. Пытался ее отравить. Нет, не совпадает. Тоже нет. Ну, будем наугад. Так. Нет, не получается. Тора отравительница. Оставила письмо. Лежала отравленная крыса на месте преступления. А заказала крысиный яд. И леди Кларк пытается ее отравить. Нет, не подходит. Жизнь... Вот, да. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property.
I've finished here. I must put the skeleton key back and... А мы не все посмотрели, подожди. Tut-tut. The gardener does not... There, that's better. It is symmetrical. There, that's better. То есть он взял, пересадил цветы. Очень странный этот человек, Пуаро. Очень, я вам скажу, странный. Взял, цветы пересадил. На огород бы скопал сразу, там, не знаю, грядочки. Морковочку посадил бы. Ну ладно. Мастер-ключ у нас находится вот здесь. April 19. Да, это понятно. Perfect. Nothing else is keeping me here. Угу. Звоним. Делин. Hello, Hastings. I have finished in Charleston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Неплохо. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Совесть его мучает данного гражданина. Усы венгерские. Ну, проходи, пожалуйста. Опять бухаешь, что ли, сидит? Опять сидит, отдых пьет. Что там? This man is tired. Устал. Его в муки совести грызут. Темные круги под глазами. Мятая одежда и... Небритый. Donald is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Что же вас привело ко мне? Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Так, проявить нетерпение из-за его нерешительности, усилить его чувство вины, убедить, что он будет выслушан. Чувство вины, конечно, хорошо. Так, нетерпение не будем проявлять из-за его нерешительности, он и так бедный мучается. Выслушан и усилить его чувство вины. Чики-брики, пальчик выкинь. Ну, давайте, чувство You are вины. here to try and convince me that you are not guilty. You don't understand me. Ну, ошибся. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink and tell me about this dream. Сейчас он все выдаст. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable Сестрица не girl. теряет время зря, смотри-ка что. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Как можно объяснить сон Дональда? Так, смотрим. Не убил Меган. Раз.
Дональд устал. Дональд нравится. И я думаю... Дональд устал. Нет, снова не подходит. Итак. Тогда убираем. Дональду очень нравится Меган, потому что он сказал, что она замечательная девушка. Дональда терзает вина за убийство Бетти, но это не факт. Дональд устал, во сне дней убил. Жестоким человеком не подходит. Ах. Так, давайте опять наугад. Логика не моё. Ага. Ну, в принципе, логично. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancée? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Очень-очень интересно становится. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Обвините в соучастии в убийстве. Tell me about your meeting with the murderer. But what are you talking Чего вы about? говорите? Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger Да что это ты on the front забеспокоил doorstep. сразу? Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size. Glasses. Dark suit and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. На то, что ее отъезд подозрителен. Mademoiselle, the circumstances of your departure do not appear very clear. Mr. Poirot, your questions are offensive. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Так, спроси, заберет ли она вещи. Спроси, вернется ли она в Черстон. И сказать, что вещи опасны. Так, она опасна. Вещи оставила. Что там, как уже Пуаро сказал, чтобы ее не обвинили в воровстве. Потому что умирающая леди ее, конечно, обвинит. Так, спроси, заберет ли она вещи. Вещи опасны. Ну, я думаю, скажем, опасны. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? Сказать, что леди Кларк обвинила бы ее. You know very well Понимаешь, what ну, Lady Clark Кларк? might have said if you had kept these Ну, в objects. принципе, он за меня все скажет. Indeed.
These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain Маленькие cells to серые work. клеточки. Наше любимое занятие. Но, кстати, нужно напрягать серые клеточки. Тора вышла бы замуж за сэра Карла, если бы его не убили. Очаровательный, Тора соблазнительница, Тора не говорит прямо об отношениях. Она не говорит. Торе нравится Франклин. Дальше, сэр Лайк. Нет, конечно же. Конечно же нет. Давайте просто пробуем наугад. Нет. Так, что у нас здесь есть? Считал очаровательный и... Ладно, пока уберем. Так. Так. Нет. 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 Снова нет. Тора вышла бы замуж за сэра Карла Майка, если бы его не убили. Сэр Карл Майк считал Тору очаровательной. Так. Он дарил ей подарки. И... Нет. Давайте сначала. Тора Грей остался, чтобы разобраться с делами сэра Кармайка. Кларк. Так, давай пробуем. Нет, не подходит. Здесь нравится Франклин. Да, тоже нет. Тора соблазнительница. Скорее всего, да. Она бы, скорее всего, вышла за нее замуж. Да что? Значит, не вышла бы. Угу. Идем дальше. Очаровательница, Тора соблазнительница, не говорит прямо. Торе нравится Франклин. Барлей. Ларк. Майкл подарил Торе брошь. Торе брошь, Торе брошь. Они как-то же взаимосвязаны же должны быть, да, вроде бы? Да, ты вернись обратно. Это мы уже попробовали. У нас не сходится. Убираем. Так, надо попробовать. Здесь зеленым. Что у нас здесь от производной от зеленого? Это мы уже пробовали таким образом же, да? Соблазнительница. Так, ну, я, наверное, буду так же, как всегда. Ну, в принципе, что я сейчас и делаю. Это будем делать так. Сэр Карл Майк считал Тору очаровательной. Соблазнительница. Это мы тоже попробовали. Давайте так вот эти две. Нет. 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 Тоже нет. Тоже нет. Не подходит. Может быть, у нас чего-то нет.
Да ну, иди сюда. Так, нет. Будем пробовать таким макаром. Скорее всего, у нас чего? Да, иди сюда. Ну, наверное, у нас чего-то нету. Да твою. Ну, значит, чего-то у нас нет. Ну, сейчас он скажет, что нужно и, конечно же, найти ответы на оставшиеся вопросы. Ну, в принципе, кто бы сомневался. Бетти, свидетель нет, Нэнси не подходит, Франклин Кларк, Тора Грей. Так, покидает комсайт по настоянию леди Кларк. Выдает собаке Франклина. Может, нам что-то, чего-то не хватает? Royal Mathematical and Statistical Society's bulletin. It's highly probable that the alphabet... Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England. After this initial calculation, go to the last page to find our... Daily Blag, Желтая пресса. August 31, 1935. Sometimes small things troubled great men. Hastings, 3 mornings in a row, confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. Желтая пресса, мне кажется, никогда не... Всегда одна и та же. Так. Some cool air. Итак, давайте посмотрим. Может быть, что-то с этим письмом мы сможем сделать. Угоревшие... If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Да. Скорее всего, мы сейчас будем искать ответы на вопросы. Mon ami, it is a pleasure to be working with you again. I have missed you. Несколько лет. То есть это прям очень важное было. Так. И все-таки, если бы его не убили, вышла бы она за него замуж или не вышла? Соблазнительница, раз. Очаровательно. Это мы уже тоже пробовали. Да. Да, это мы попробовали. Не подходит. Торе нравится Франклин. Это мы тоже попробовали. Очень странно, конечно. Очень-очень странно. Так, давайте походим, посмотрим. Сиротах разделить Кларка, выдается обаяние Франклина Кларка. Младший брат думает, что у брата были враги, влюблен в Тору Грей. Жертва Алиса Ашер нам не интересно пока. Нэнси нет, надеюсь, рыжей кошки. Даша Тори Грей. Так. Давайте попробуем. Может быть, здесь нас все-таки озарит.
Не подходит. Тоже не подходит соблазнительница. Да ну чтоб тебе. Остается у нас здесь Карлайк, отношения. Ну, вообще, по идее, да, должно было вот это быть. Где? Либо вот это. Тори брошь. Так, она осталась делать эти дела. Да что делать-то? Тори Грей. Ну хоть бы подсказку какую-то дали. Poirot, since my return, I see that you have fewer grey hairs than when I last. Mon ami, I am sure that you will find the explanation. Hastings, for your hair, Yes? there exists an accessory, how shall I say, that can be fastened to the scalp and... Come on, Poirot, I'm not losing my hair. Please don't stare at me, Poirot. It gives me a sore... Голова болит. Hastings, may I advise you about your mustache? You don't like it? It is superb, but it would be even more so if you allowed it to grow more. Так, дальше идем. Ну, как всегда, какая-нибудь... I do not need to... Некуда звонить, это очень хорошо. А вот что здесь у нас? Я думал, ты это... Да, еще раз посиди. Я думал, какой-то совет даст или еще что-то. А он посидел. Вернее, все просил посидеть. Так, давайте думать. Пойдем сюда посмотрим. Может, что мы найдем. Интересно. Hastings, photo album. Даже мы видели все. Это же мы все уже видели. Churston, Devon, population 500 inhabitants. Нет, это нас не интересует. Нас интересует именно вот этот ответ на вопрос. Могла ли она его... могла ли замуж, если бы его не убили? Значит, давайте еще раз попробуем подумать логически. И что у нас здесь есть из доказательств? Вещественное доказательство. Сэр Карл Майкл считал Тору очаровательной. Это вот раз. Тора соблазнительница. Я думаю, не совсем. Тора не говорит об ее отношении с сэром Кармайклом. Торе нравится Франклин. Карл Майкл подарил Торе брошь. Кларк и Тора были близки. Франклин. Да чтоб ты. Ну, блин, это вообще... Да иди сюда. Иди сюда. Мне кажется, здесь чего-то нам не хватает. Но, в принципе, это было бы очень-очень глупо. Соблазнительница. Еще категорически неудобно сделано вот это перетаскивание мышкой. Совсем неудобно. Ну, будем подставлять просто. Надо как-то попробовать найти
ответ. Ну, здесь комбинация огромная должна. You must know how to read between the lines, Hastings. Слов нету. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Есть ли что-то общее у этих, у всех убийств? Убийца — обольстительный человек. Ценного. Эксхилл, Тора Грей видел камевешку, убийство. Чулки. It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Позвонить Джепа. Ну, давайте обрадуем инспектора. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Интересно. Этот уже выбирает. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Обязанности у него есть. Can you get the Интересно. post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Ну, пойдемте. Are you collecting the post? Что-то Пуаро всех, наверное, разозлил уже. Письмо. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with... Да мы же мы все уже знаем, что это он. Мы даже видели уже самого убийцу. Лысого коми-вояжера. У нас письмо со вторым. Почему со вторым? Let us examine this. Осмотрим повнимательнее. Все как всегда. Certain characters
Yes, this I. Ай, другая. Right. Let. А теперь сравним с другим письмом. Ну, в принципе, уже опыт. No. Да, This ё-моё, ca- что ты тут делаешь? Вот сюда, вот давай. Оп. Yes. The I Один и тот characters же in the дефект. two letters. I have to find some other. Ну и отсюда же сразу начнем. W снова. Давайте W. The W Неверно is not напечатано. И... Вернись Right. обратно. Let us compare this with the other. Хорошо. Здесь мы также сейчас найдем W и W. Of course, the W Конечно. characters in the two letters do. Угу. I have И to find some other третье similar. это буква А. Yes, the A appears to Эй. be Да. right. Let us compare this with the other letter. That's right. The A character. My theory was right. Да ты что? Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Итак, расшифровать обгоревшие документы. Ну, давайте попробуем. If someone has tried to get rid of this document, А где мы будем их рассматривать? Обгоревшие документы. Что? So, how are you getting on? Давайте пробовать. if someone has tried to get rid of these documents, Так, а нам нужен, скорее всего, за стол. Садимся за стол. Давай бегом. Блин. I've finished with this. Так. I've finished with. А где мы должны расшифровать? Что-то я пропустил. Ну, пойдем сюда. Now, down to. Идемся к работе. All of this needs putting in order a little. Угу. Так, ну вот это у нас очень интересно. Так. Угу. Это у нас получается, что это, скорее всего, у нас, да, это у нас вот так, низ. Здесь вот это другая сторона. Другая. Может быть, вот это. This does not look too difficult. Так, это кажется не сильно сложно. А дальше у нас, скорее всего, вот это. Потом вот это. This piece should be. А вот этот кусочек вот сюда. Вот. This page is finished. Эта страница закончена. That's done. Отлично, осталось еще 3. Также делаем... Это у нас должно быть... Вот это вот так. Ну ты что? Подожди. Вот так. Вот это у нас должна быть... вот... Да. Блин. Только ложи сюда. Что-то сообразить не могу. Так. Вот. Вот This так. piece should be. Отлично. Теперь вот это мы делаем вот I think так. that this is right. И вот эти две бумаги так. И вот
Так. This page is finished. Вот так вот, вот так вот. Как в одном And that's two известном done. видео было. Так. Уху. Нет. Есть такое дело. Здесь у нас сейчас треугольник вправо, наверное. Вот этот. Вот так. It's so simple. Это так просто. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, а то сейчас там как будет вообще через шредер пропущенный. This page is finished. Листочек. Обалдеем собирать. Only one more. Keep going. Осталась одна. Продолжаем. Ну, давайте продолжаем. Итак, у нас, наверное, мы... Здесь нет. Это тоже не подошло. Смотри-ка, что там. Дальше у нас изогнуто сюда. Нет. Вот так. Нет. Вот это вот сюда должно. Вот так. Теперь вот I так. think that this is right. И вот так. This page is finished. Аплодируем All the сами себе. pages are И сейчас A мы... dry cloth. Сухая тряпка. A dry cloth. Так, полили. The cloth is now soaked with solvent. Чик-чик-чик-чик. Что же у нас там написано? Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look, Смотрите. Смотрим. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Прочитать восстановленные документы. Итак, первое. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. Бля, бросить курить. Самое главное. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Бонапарт Каст, это наш убийца. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Все, Let us now try and get... мы нашли, так, кто будет следующей жертвой. Так, откуда взялись обгоревшие документы? Очень популярно нет. Имя Алишер. Видел камевояжа. Так. Так. Нет. Так, все три жертвы страдали многолюдно. Желание убийства. Имя Ашер. Откуда взялись обгоревшие документы? Да, мы нашли, что там у нас в документах не было пыли на документах. Так. Есть. Документы — это медицинские карты пациентов доктора. The burned Погибшим, documents слушай, are medical документы, records, несомненно, and да. without a doubt, Да, they да. come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Бум. Бегом, 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 бегом. На букву Д.
Там есть... Hello, Poirot. Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most Надо это, unbelievable name. самоубийца. Точно. Бонапарт. Ответь, Александр. Бонапарт Каст. Дик Дадли Бонапарт. Давай спросим. What is your stocking seller called? Alexander Bonaparte Cust. ABC. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Гостиница «Черный лебедь» в Донкастере. Так, искать в Лондоне. В Лондоне нет. Велите вызвать Донкастер. А почему? С чем у нас связано «Черный лебедь» в Донкастере? Что-то я забыл. Ну, давайте на «Черный лебедь». Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a... Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been... Yes, the Doncaster police are sending him by train. Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered. Болели зубы. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Ну да, нужно зубы лечить нужно, чтобы потом не было еще хуже. To Marbury Guest House, please. Усы гусарские. Так, допросите мисс Марбери. Отлично. Ну, наверное, сюда пойдем. Шоп. Хотя, да пойдем сразу же. Зайдем, посмотрим. Ух ты. Какой мужчина. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. Смотри, что он чистит картошку. Ладно. Ее помощь очень нам нужна. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you.
Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Так, похвалите за наблюдательность. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Cust used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always unwell on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed. It is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. Интересно, I как also наблюдать за forgot to женщиной. say that he started buying newspapers that talked about the case. Когда он начал покупать газеты? When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Так, ключ на стойке. It looks like I've found the real master of this house. Кот. Подушка в волосах, фотография, портрет кота. И... There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Так, берем ключик. I should check the register. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all... The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Марбари. Так. Давайте посмотрим, что он увидел. Давайте осмотрим ее сначала. Итак, This она... woman appears to be in a good mood. Хорошее настроение. Чистит картофель. Плавное движение. Дружелюбная улыбка и... Mrs. Marbury is in a good mood. She is working very precisely in producing incredibly thin peel. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder. Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? Yes, I remember. Just for one night as a favour. Mr. Cust was away, all my other rooms were taken, and poor Mr. Fishman had nowhere to go.
Мгм. Так, проявить понимание. Давайте It doesn't matter, дружелюбно все-таки будем provided that you себя remember вести. to change the sheets. Oh, do you think so? Ой, правда, конечно, правда. И, скорее всего, его подставили. Mr. Custer's room is right there on the third. Вон там, на 3-м этаже. Так, я вот про этого мужчину что сказал. Какой мужчина? Это просто у него орденов очень много. И судя по орденам, это какие-то очень серьезные. Я не знаю, может быть, это реальный персонаж. Но поэтому просто я удивился. Так, давайте в зеркало посмотрим, конечно же. Итак, начнем против часовой стрелки осматривать. Угу, лекарство. От кашля, скорее всего. Синяя вот такая же. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for me. The subject would probably... И что-то сейчас я не уверен, что это наш убийца, который в очках. Седативное средство, накопительное, да, получается? Так. Ну, что-то прочитать можно, или он вообще никак на нее не реагирует? Ну ладно. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. The subject would probably be useful to me. А если оно сильно успокоительное, что это нам дает, понятия не имею. Так, здесь нам нечего смотреть. Давайте здесь посмотрим. How hopeful. This place is a real mess. Потрепанное пальто. Слегка сдвинутая кровать и... The least we посуда. can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Но при этом убийца у нас очень расчетливый и аккуратный. Мгм. A long-bladed knife. A murderer's weapon. The subject would probably be useful to me. Да ты сразу всю комнату забирай и пошли. Интересно такая машинка печатная. I have to get the ribbon. Так, печатная лента. Печатная лента, она у нас находится вот здесь. Дорогой. The ribbon is jammed. I have to... Мгм. The ribbon is jammed. Так, я понял. А чтобы у нас достать ленту, нам, скорее всего, нужно вот открыть вот эти штуки. Да? Чик. The right-hand reel has been removed. Правая катушка снята. Значит, сейчас снимаем левую аккуратно. И достаем. The left-hand reel has been... Это левая катушка. Теперь, наверное, очень аккуратно мы можем ее достать. Something is blocked. Что-то зажало ленту. Something is blocking. Так, у нас ленту могло зажать что? Вот это, может быть, вот эта штука? Нет. Тоже нет. Железяка. Вот это железка, наверное. Отлично. Ленту мы And получили. here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. Так, if. Есть такое дело. Да, подожди. Для расследования. Ну, здесь, в принципе, ее вот ай. Возможно, с нее и писали. Хорошо.
Подожди, ну как ее? Как ее посмотреть, осмотреть? Угу. Может так. Может так. Может так. Либо может так. Ладно. Это нас не интересует. Так, нет, еще разгадать что-то нужно. Так. Угу. Нет. Ага, значит, все-таки здесь что-то... Да, стоп. Я тут колесико покрутил. Так. Нет. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. Так давайте мы посмотрим только, каким образом. I only need the ink ribbon for my inquiry. Если хочет. Хорошо. А может быть, под таким углом нужно рассматривать? All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Угу. Так, 6 It's справочник. an ABC. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. John Milligan, Managing Director, Silky Legs. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous... Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Так, и Did крайне... Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? Так, здесь мы все осмотрели. Пошли дальше. Угу. ABC guys. Enough to sign about a dozen murders. It's closed. It's closed. Да, у меня же нож есть. У меня же есть нож, можем его применить. This knife is very useful. Stockings. Челки. Да, отлично. Все указывает на этого гражданина. Так, стоп. ABC guys. Угу. А здесь у нас... All the main articles referring to the ABC case are here. From the... Да, это дата не одной. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marb. The Bexhill Daily paper. Dated from the day of the Bexhill... Trousers. White shirts. Everything has been washed very well. Но вопрос. Так, посмотреть комнату Каста. Значит, мы еще не все посмотрели. Эти мы не видели еще. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch,
wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cost greatly deserves his distinction. Ну да. Так, что у нас еще есть? Да, мы все посмотрели. Нет, еще не все. The least we can say that Mr. Cost is not very concerned about order and balance. Угу. Порядок его не интересовал, но что-то меня теперь в нем смущает. Так. Домовладелица. Боксхилл. И только у нас здесь шорта нет. В начале июля нет. Ключ комнат каста, второй сду. Вексель, день убийства. The register shows that Cost did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cost bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. Так, ну я вроде все смотрел уже, да? Нет, следы крови. This dark stain. It could be blood. No use continuing the inspection of this. Я увидел все, что нужно, поэтому выходим. И... Так, нам бы хотел... Ну, давайте допросим сейчас этого жулика. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. ABC. И я думаю, закончится игра. Но, конечно, не Chief Inspector. факт. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cost on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cost was at the scene on the day of the crimes. Итак, что у нас за задача? С Джепом. Поговорить с Джепом. Ну, тихо, тихо, ты куда? It is not the right time. It is not the right time. Давай поговорим. Посмотреть на него I had смешно. best talk to Jack. Лучше поговорить с Джепом. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells to work. Мог ли Каст убить всех 3 жертв? Так, смотрим. Каст был в чествовании в день убийства сэра Кларка. Раз. Все письма Пуаро были напечатаны на его машинке. Господин Бетти. Бравери. Третьего нет, получается 1 есть. Сэр Кларк. Была кровь. Б. Есть такое дело. Давай дальше. Каст побывал в всех 3 городах. Что общего убийцы и Каста? Так, напечатано на печатной машинке. Об убийствах, закололи, направлялся харканием, на нем была кровь. Так, у него есть справочник. И на нем есть кровь. Раз. И есть нож, похожий на убийцу. Не подходит. Так, с Пуаро все письма были напечатаны на одной машинке. На нем была кровь. И, может быть, так? Есть, да. А он мог совершить эти преступления. Каст ведет себя подозрительно. Есть... Он соврал, куда направлялся. На нем была кровь. И... Убит, виновен.
Все. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Так, я думаю, на сегодня мы уже закончим. И так уже 2 часа расследуем это дело. И поэтому завтра, либо сегодня вечером, либо уже завтра, я думаю, скорее всего вечером будет по-нашему, будем уже продолжать проходить эту игру. И, соответственно, я думаю, уже завтра будет... В общем, следующая серия, это будет последняя. Возможно, там будет она очень-очень короткая. Но в любом случае, здесь мы ее пройдем. Также на стриме на Твиче. Но на YouTube я чуть попозже, наверное, за выходные выгружу вчерашнюю серию и сегодняшнюю. Поделю их там. Спасибо всем, кто смотрел. Хорошего дня. То, что у нас уже половина дня прошло. Поэтому всем пока. Спасибо, что смотрели. Все. Хорошего настроения.